Всем привет! Вы на канале Польза Стримы. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с, разумеется, желанием сэкономить вам средства. Каким образом? Ну вот сейчас вы видите, как вы сможете снимать на Samsung S24 на Snap, который уже давным-давно продается, у которого уже довольно большое количество обновлений было. И говорит, что вот я жду, что камера станет лучше, я жду, что микро станет лучше, я жду, что он станет меньше шим или еще что-то, вряд ли вы сможете. Вот для примера он может делать такие штуки, это очень большая радость, вы можете даже в 4К 60 FPS с основной камерой на фронтальную. Я надеюсь, что вы подпишетесь на канал с колоколом, потому что я считаю, что уже по прошествии года этот контент уникальный. Я стараюсь приобретать все смартфоны. Спасибо мне за то, что я купил S24 на Snap. К слову, вы можете посмотреть обзор одним кадром также на S24 на Exynos. Я, наверное, даже в описании вставлю его. Напоминаю, что у каждого из этих смартфонов, которые вы здесь можете лицезреть, есть по 3 обзора на канале Польза.нет. 452 тысячи пока подписчиков на Польза стримы. Вот сейчас вы видите подобные. И еще на Польза Лайв, точнее, вы сейчас видите и на нем, и Польза стримы, где была прожарка. То есть я этот смартфон уже прожаривал. Сегодня также выгружу обзор полноценный на него на основном канале. Расскажу, чем он отличается от Exynos. Сейчас по минимуму только расскажу. Если говорить про какие-то особенности из разряда упаковки и всего остального, ну, можно начать. Еще раз напоминаю, что подписывайтесь на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи» и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и пишите здесь комментарии, если вы хотите, чтобы рано или поздно ваш смартфон прошел стандартные тесты. Саня, продолжай. Ну или 5 слов. Лучше 5 слов для алгоритмов. Так вот, смарт, как всегда, у Samsung поставляется без всего. У вас тоненькая простая коробка и кабель. Все. С другой стороны, мы вспоминаем Sony, у которых даже кабельного хозяйства нет, и думаем, ну, неплохо. Если говорить о его особенностях. Первое, IP68. Чем это хорошо для нас и для вас? Тем, что вы можете топить его в воде совершенно свободно. И после того, как вы его утопили в воде, вы можете также, смотри-ка, совершенно свободно им пользоваться. На Samsung не флипы, не фолды вода у меня никогда не влияла. У меня, повторяюсь, что только флип 5 тонул из Samsung, и все. Все я стараюсь тестировать. Обзор уже на основном канале можете посмотреть. Я его долго прям мыл долго. Если говорить про качество материалов. Мне оно нравится, металлическая рамка, все по фэншую. Type-C-шник, единственное, не совсем по центру. И, разумеется, здесь нет мини-джека, но есть инфракрасник. И, в принципе, в руке лежит удобно, кому-то края режут, мне ничего не режет. Сейчас вы увидите, вот основной модуль. К сожалению, с 4К на ультраширик перейти нельзя. 60 FPS, X10 максимум. Можно, повторяюсь, переходить на фронталку, но мы этого делать сейчас не будем. Я уже вам показывал, что она может снимать на него. Давайте сразу начнем с того, что чем отличие от Exynos. Exynos найти проще. На Snap смартфон продается в 3 регионах. Это Китай, ой, не Китай, это Япония, Канада, по-моему, и США. Можете меня поправить, может, Австралия и США. В общем, смысл в том, что на Snap вы очумеете его искать, он, разумеется, будет дороже. Если говорить про Exynos, там 10 ядер, у Snap 8 ядер, и, соответственно, Snap будет более энергоэффективным у вас. То есть есть батарея, он будет меньше. Самый стандартный, простой, элементарный тест, вы просто в Antutu в обычном тесте имеете примерно 9-10% поедания на Snap заряда за один прогон и 7-8% на, точнее, на Exynos 9-10, а на Snap 8 где-то, 8-10. Если говорить про связь, у меня связь ловил плюс-минус одинаково, но в России очень часто люди жалуются на то, что на Exynos смартфоны просто теряют связь и необходимо включать Fly Mode. Почему? Ну, потому что Exynos даже оболочка более лаговая. Я не собираюсь никоим образом сравнивать Samsung с Samsung. Наверное, это должны делать продавцы, чтобы хоть какой-то Samsung продать. Я специально сравнил Samsung в ролике не с Asus 11 Ultra, это было бы для него слишком просто, а уже на официально, хотя я уверен, что они не умрут, даже не на яблоке, а с Meizu 21 Pro. И разница, я вам скажу, довольно неприятная для Samsung.
в сторону Meizu, и после этого сравнения я решил Samsung себе этот не оставлять. Я долго-долго всем говорил, я его оставлю. Сейчас посмотрел примеры фотографии, лучше уж Meizu тогда оставить, потому что ну, не тянет Samsung на камерафон S24. Опять же, в сравнении с другими флагманами по камерафону. Он флагман, конечно же, но я думаю, вы поняли. Так вот, у Exynos по мне подлагивание больше, выедание батареи быстрее, разряд быстрее и сброс яркости больше в играх. Посмотрите, как я играл на S24 на Exynos и на Snap. На Snap все тоже ужасно, то есть там 2 минуты буквально в Genshin. 400 люксов, ой, не в Genshin, в PUBG New State. В Genshin 300 люксов. То есть играть невозможно. И, ну, и что и требовалось, как говорится, доказать. В Antutu, притом при 3 прогонах, смартфон вел себя очень странно. В первом прогоне он показал 1,5 миллиона баллов, а потом 1 миллион 700 тысяч показывал. То есть он в этом смысле молодец. Если говорить про какие-то вещи из разряда экрана. Мне почему-то показалось, что калибровка экрана у смарта на Exynos была более в теплый цвет. Это раз. И 2, яркость у него была на 100 люксов меньше, чем на Snap. Опять же, может быть, это конкретно мои экземпляры, может быть, это глюк. Яркость показывал мне Radex, разумеется, при одинаковых условиях. А вот по поводу рассказов про то, что Exynos хуже, лучше в плане цветов, это все, как говорится, относительно. И передать это вот довольно сложно. Не верьте мне на слова, но по возможности посмотрите и на тот, и на другой экран рядом, если у вас будет возможность выбирать, если вы вдруг решите себе S24 приобретать. Дальше, по поводу памяти. Здесь такая же история, на 128 гигабайт. У вас UFS 3.1, выше, чем 2,5, 256 гигабайт и выше, у вас 4.0. Насколько это актуально и есть ли смысл приобретать на 128, конечно же, нет. Файлы, к сожалению, Snapdragon 8 Gen 3, вот эти все фото, также очень долго сохраняет, прям безумно долго. Это крайне неприятно. Я надеялся, что на Snap они будут загружаться быстрее, но нет. Если говорить про русский язык, он у меня есть, но на некоторых версиях на Snapdragon Gen 3, в некоторых регионах русского языка у вас в S24 по идее не будет. То есть я про это тоже читал. Симки у меня 2. Если говорить про региональные отличия, повторяюсь, это нужно просто сидеть в форумах. Зачем они это сделали, я прекрасно понимаю, чтобы им продать максимальное количество Exynos'ов. По поводу отвала, что Samsung Pay в России не работает. Ну, Google Pay пока, точнее, Mir Pay пока работает. Отрубят ли возможность устанавливать Mir Pay и будет ли еще больше проблем с самсунговскими смартами, как говорится, посмотрим, увидим. Но пока они уже показали свое лицо, что они могут сделать еще. И лицо, как вы поняли, нехорошее. Если говорить про гарантию, гарантии обычно есть, уточняйте у магазина, обычно они глобальные. Вполне возможно, они будут и на Снэпе глобальные, но лучше, еще раз повторяюсь, 1000 раз уточнить. Вообще вы ощущаете, да, уже какие проблемы при покупке девайса, потому что рассматривать его, опять же, по официальной цене, ну, я бы точно не стал, еще и на Exynos. За эти деньги можно купить просто море телефонов. Сразу сходу по поводу альтернатив. В данных габаритах кто-то скажет Zenfone 10, но он ужасен по сравнению с Samsung. Опять же, мое субъективное мнение человека, который тестировал его. Вот. И, ну, насчет тестов давайте, кстати, тоже не будем. У меня этот смарт почти месяц. У меня там больше 500 фотографий. И сразу говорю, как у меня, если вы первый раз меня смотрите, я снимаю на iPhone 15 Pro Max. Оператор у меня Игорь снимает на iPhone 15 Pro. И насколько я его юзаю, за 6 месяцев у меня ушло 4% заряда аккумулятора. То есть вы примерно можете представлять, если я постоянно сижу в телефонах, как много я сижу в своей камере, потому что для меня iPhone 15 Pro Max это камера. На что-то поменять, что снимает лучше, я не могу. До этого я снимал на Huawei. Но к чему это все? К тому, что у вас есть альтернатива у S24, iPhone 15 Pro. Снимать он будет небо и земля лучше по съемке, по видео. По цене он будет чуть-чуть выше. По возможности потом продать и потерять меньше в стоимости, разумеется, вы выиграете больше. Но это не пиар Яблока, потому что Яблоко, опять же, это такая вещь,
из разряда, а, вы яблочник, потом будет еще что-то. Я не знаю, зачем искать Samsung на Снэпе, с той точки зрения, что это определенного рода проблема. Вот, если говорить про агрегацию частот и бенды, повторяюсь, что все зависит от региона. Разбирать никто, мне кажется, очень мало кто будет консультировать, потому что я прошел все круги ада, когда я искал конкретно свой смартфон на Снэпе. И вам не советую того же проходить. Может быть, вы знаете как бы способы быстрее, проще и со 100% гарантией, что вас не кинут, что у вас будет точно не Exynos Smart приобрести, и то, что у вас будет русский язык. Но у меня история была длительная, мучительная, но главное с возможностью потом протестировать и вам о нем рассказать. Пардон, болею. Но в этом и плюс одного кадра, да, что вы можете посмотреть, как Smart работает на штативе. Жестком штативе. То есть у меня есть штатив со стабилизацией, разумеется, я его для таких вещей не использую. Подытожить я бы хотел, что я сравнил его с Meizu 21 Pro, и Meizu его раскатал. Хотя по дневному видео у меня оператор Игорь говорит, что ему все-таки больше нравится Samsung. Я с ним чуть-чуть не согласен, но опять же здесь вкусовщина, всегда вкусовщина. По играм он никакой, по зарядке 1:20, беспроводная зарядка есть, реверсивная есть, но беспроводная 25 Вт, и как вы понимаете, она безумно долгая. IP68 радует, все. Если вам нужен компакт, у вас либо яблоко, либо это. Все, вот все. Я могу долго слюной брызгать, что Samsung подлецы, и они в играх нулевые. Я могу долго брызгать, что 1100 люксов он в максималке показывает, но на пике 1600 он показывает 20-30 секунд. Я могу долго рассказывать, что это оверпрайс. Я могу долго вам рассказывать, что они благополучным образом потом теряют в цене. Но это все не важно. Почему? Потому что аналогов нет. И когда-то, когда я себе покупал малогабаритный смартфон, я об этом знал. Ну вот, это было 4 года назад, и у меня был Samsung. Я поэтому с ним ходил очень долго, очень часто его заряжал. Этот заряжать часто не надо, вам его на день, я уверен, что хватит, если вы не будете в Гену играть, в Genshin Impact. Вот, потому что он поедает примерно 25% заряда в час в играх, а во всем остальном он более-менее адекватен. Не супер как бы автономность, у iPhone 15 Pro она значительно лучше, но опять же, не будем, потому что если вы смотрите этот обзор, либо вы мой подписчик, за что вам огромное спасибо, либо вы уже заряжены на приобретение данного смарта. Надеюсь, что вам данное видео было полезно. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Сколько объем файла я скину, остальные обзоры на Samsung S24 я тоже скину. Сравнивайте, смотрите. По поводу всяких Gorilla Glass Victus, классных стекол и всего остального. Ну, стекла хорошие. Тач отличный, там, я не знаю, рамки все равно есть, но они минимальные. Чехлы море. Вы и так все без меня знаете. Главное, что я вам вот сейчас картинку показал, правильно, до этого показал игры, и, в принципе, в сравнении, в основном обзоре вы увидели сравнение с Meizu 21 Pro. Девайсу от меня, вопреки всему, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.